Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как я переехала в Дубай и как я нашла работу. Итак, поехали! Первый раз, когда я полетела в Арабские Эмираты, в Дубае, когда я увидела эти все небоскребы, это было такое: о боже, небоскребы! Понятное дело, потому что у нас в Украине нету таких небоскребов, нету таких построек интересных, каждое здание отличается друг от друга, и каждый пытается как-то выпендриться, знаете, как девочки, да, кто лучше. Точно так же и в Арабских Эмиратах. Хочу сказать, что по образованию я экономист, международник, но я всегда хотела учить английский язык, я хотела работать переводчиком, я достигла своей цели, но я понимала, что мне этого не хватит для покупки недвижимости. И вот тогда, когда я поехала в Эмираты первый раз, я поняла, что я хочу здесь жить. Приехав в Дубай, я поняла, что найти работу преподавателя английского языка – это вообще нереально. Я начала искать работу экономиста. Тоже нереально. Ну, понятное дело, реально, но за $1000. $1000 в Арабских Эмиратах – это вообще копейки. Вам даже не хватит, чтобы снять жилье отдельно, да, допустим. Ну, вы можете, конечно, там шеринг сделать, но все равно этого вам не хватит. Я начала искать альтернативные пути. Помню тот день, когда я поехала в один торговый центр за покупками, и я познакомилась с русской девочкой, и она мне сказала: знаешь, ты никогда здесь не найдешь хорошую работу, сферы, где ты сможешь найти работу и будет зарплата довольно-таки хорошая, это только ритейл или events. Тогда я, как все новички, я подумала: да нет, о каком ритейле идет речь? Или вообще, о каких events? И я человек с высшим образованием и еще свободно говорю на английском языке. Я продолжала искать работу. Я рассылала свое CV куда можно. Я, знаете, вот хотела закричать: пожалуйста, помогите мне найти работу. Прошло 1,5 месяца. Вообще ни слуху, ни духу, ни от кого. Притом я отправляла свое резюме по 200-300 штук каждый день, и вообще глухо как в танке. Я помню, так расстраивалась тогда. И вот подходил конец моей визы, у меня оставалось всего лишь 2 недели. Я познакомилась с парнем в Фейсбуке, и каким-то чудесным образом Бог его привел мне. И я ему сказала, я буквально говорила всем: я ищу работу. И вот этот парень, он мне дал где-то 50 имейлов, я отправила туда свое резюме, и он сказал: однозначно тебе кто-то ответит. Ну, я как бы относилась к этому скептически, но я в магазине не хотела работать, думала, ладно, будь что будет. И вот тогда мне сразу начали звонить. Ну и, понятное дело, одна из этих компаний была Азодея, там, где я начала работать. Но, знаете, это не такой легкий труд, как вам кажется. Работа в магазине очень сложная. Там мне пришлось пройти 4 собеседования, вдумайтесь. Для того, чтобы работать в магазине, вам надо пройти 4 собеседования. Первое – это групповое. Смотрят на ваши лидерские качества, смотрят, как вы хорошо владеете английским языком. Потом у вас второе собеседование – это с HR. Тоже спрашивают, почему вы решили переехать, расскажите о себе и так далее. Потом у вас собеседование с менеджерами вышестоящего звена. И потом у вас 4-е собеседование, когда вы уже понимаете, что вас реально взяли, вас отправляют в какой-то магазин на встречу с менеджером. И вот там уже решается ваша судьба, будете ли вы работать в этом магазине или нет. Слава Богу, я благодарна Богу, что я начала работать в таком магазине, где была хорошая зарплата. И, sorry to say it, но для меня моя зарплата, она всегда будет важна. То есть я не буду никогда работать за копейки. Называйте меня меркантильной, но да, я всегда делаю много шагов навстречу своему будущему. Знаете, как говорят в американских фильмах, I make my own luck, да? То есть я творю сам свою судьбу. Я не сижу на диване и не жду, когда деньги свалятся с неба. И вот тогда, я помню, я начала работать в этом магазине, и один мне сотрудник сказал: а почему вдруг ты новенькая в стране, и тебя поставили в этот магазин, где самые высокие зарплаты? И
магазин тогда считался номер один. Я говорю, знаешь, потому что я умная. И действительно, я показала на собеседовании, что я читаю очень много книг, что я знаю много всяких моментов. И вот поэтому меня взяли работать в этот магазин, где была хорошая зарплата. Это для меня было большим таким серьезным испытанием. Потому что, ну, что значит начать работать в магазине после того, как ты работала переводчиком, да? И я помню, как я 4 месяца внутри, я просто помирала. Я хотела уехать домой, и я хотела бросить все. И по сей день я благодарна своему начальнику. Я, как сейчас помню, приходила в слезах к нему и говорю, слушай, что я здесь делаю? Многие, кто здесь работает, у них нет высшего образования. Я человек с высшим образованием, я говорю на 3 языках свободно. Он был тем человеком, который не дал мне сделать эту ошибку. Он мне сказал, когда ты мне принесешь offer letter, тогда я тебе дам подписать увольнительную. И вот за все время, которое я там работала, 1,5 года, или там чуть меньше, и я 7 раз приходила к нему писать увольнительную. Слава Богу, что вот он меня остановил. Ну, потом уже через 8 месяцев ты уже чувствуешь, что это твоя страна, тут у тебя уже есть свои знакомые. Тогда я еще жила в отеле. Снять квартиру в Эмиратах не так легко, как кажется вообще в любой стране. Вот. И я жила в отеле, меня это раздражало, и я говорила своему начальнику, я говорю, посмотри, я говорю, у меня даже ни квартиры своей нет, я говорю, я живу в отеле. И он говорит, ты что думаешь, что мы все тут начинали прям сразу, приехали и у всех все было? Нет. Говорит, вот и ты тоже начинаешь с чего-то. И я действительно благодарна ему, что он не дал мне совершить эту ошибку. Потом через 1,5 года я сменила работу, я начала работать в Events, но, понятное дело, там уже совсем другая сфера. Там очень интересная сфера, конечно, беспорядочный образ жизни, когда ты заканчиваешь работу в 12 или в 2 часа ночи, когда ты приезжаешь домой в 3 часа утра, то это, конечно, сказывается на твоем ритме. Вот. И почему вот все мне, когда я приехала в Украину, мне начали говорить, почему ты встаешь так поздно, в 10, в 11. Я говорю, ребята, я просто работаю в Events. И в основном все мероприятия в Эмиратах проходят вечером. Они не проходят утром, не проходят днем. Свадьба, они проходят вечером. Для меня первое время было вообще непонятно, как свадьба может проходить вечером. А сейчас для меня непонятно, как свадьба может проходить утром. Для меня ассоциация свадьба – это торжество. Все в вечерних платьях дорогих, освещение, красивое помещение, все шикарно украшено, цветы везде. Вот такое у меня получилось коротенькое видео о том, как я переезжала в Арабские Эмираты. Пожалуйста, напишите под видео, с какими трудностями вы столкнулись, когда вы переезжали в другие страны. И если вы живете в своей стране, то напишите, куда бы вы хотели переехать.